Всем, друзья, привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Гуляем мы в Ташуджу. Приехали на выходной сюда прогуляться. Немножко хочу вам показать набережную. Это райончик в городе Селивке. Здесь есть порт. Отсюда прям обычно отправляются, наверное, как их назвать, лодки скоростные называют или как, прям на Кипр. Вот. Ну а мы покушали немножко в узбечке своей любимой, как всегда, и гуляем по набережной с детьми. Вот, время уже 7. Немножко, в общем, решила вам атмосферу передать, как это гулять по вечерней Турции, по набережной. Угу. Чем меньше корабль, тем сильнее его качает. Лева, только, пожалуйста, дисциплину. Сейчас. Сейчас. Ножку поставь и держись. Это похоже кафе такое, да, ресторан? О, можно пойти? Можно смотреть. Biz bakıyoruz. Ne var ne yok burada. Her şey var. Это кафе искать? Это, смотрите, аквариум. Ничего себе. Ого. Нет, в смысле аквариум, там просто этот, иллюминаторы. Да, ну интересно так. Смотрите. Да, здесь можно... Нет. Рискну спуститься вниз. Хотя я таких вещей боюсь. Здесь никого нет. Азали, Алмаз, не спускайтесь, пожалуйста. Мне кажется, сюда вообще нельзя. Такие звуки. Тут ничего не видно. Ну, звуки, конечно, здесь страшные. Я говорю, здесь звуки такие. Это от папы звук. А что, видно? Нет хоть что-то? Ничего не видно. Это ж темно. А там что? Там опасно. Там такой же выход. Вверх. Ой, здесь люди спят, оказывается. Мы, похоже, чересчур личные границы. Так тут этот, руль. Руль? Да. Это настоящий руль. Поднялись еще выше. И тут, оказывается, смотрите. Нет.
Я наподобие этого была. Папа еще выше. Короче, самая, можно сказать, это палуба, да, или как называется? Да. Самая верхняя палуба. Азаля, подожди. Азаля, подожди. Вот это красота. Азаля, Виды шикарные. Короче, если приходить в такой ресторан, то вот сюда надо идти. Здесь прикольно. Алмаз, не Там кричи. маленький руль Да, был. там рулят. А тут вот настоящая кабина. Кого там будет? Там еще кепка настоящая. Капитана. Капитана, да. Капитанская рубка. Руль настоящий. Играй. Еще один кораблик большой. Играй. Как ты хочешь? А как ты знаешь, его тебе даже... Düşüyor gibi. Арслан Эйдже. То есть это Арслан, это женское имя, что ли? Taşucu balıkçılık kooператив başkanı Arslan Ece tarafından yaptırılmıştır. Нет, это просто... Все, нет. Нормально. Арслан, значит, мужское имя. Этот может не получить. Я потому что вот так. И, друзья, у нас настал новый день. Сегодня рабочий день. Отвела детей в школу. Сегодня был такой пасмурный денек, дождливый с утра. Но сейчас уже вышло солнышко. Остались только лужи. Вот такая погода в Турции. Как я и говорила, здесь не бывает такое, то, что целыми днями идет дождь, именно вот в нашем регионе. И сейчас пойду приготовлю что-нибудь. Хочу с вами вместе приготовить плов. Еще по пути я только что зашла в магазин, называется «Быстренько сходила». После того, как проводила детей, купила вот такие вот помидоры. У меня есть в холодильнике, поэтому взяла еще немножко. Помидоры мне всегда нужны, и обычно я их добавляю в приготовке. Вот такие вот апельсинки сейчас. Мы, короче, брали апельсины для сока, поменьше они. А вот такие вот апельсины, они, короче, прям вот вкусные, сладкие. Это просто для еды. Они стоят дороже, 30 лир. А для сока 15 лир стоили. Мы там, помню, 3 килограмма за 45 лир сделали свежевыжатый сок. Поэтому вот такие апельсинки на пробу взяла. Обычно они такие крупные, бывают вкусные. Взяла 2 хлебушка. Это уж батон, как всегда. Так, что еще я взяла? Короче, для плова решила купить я все-таки вот такое вот не оливковое, а растительное масло. Я в идеале, конечно, взяла бы хлопковое масло. Готовят узбекский плов настоящий на хлопковом масле. Самое главное, чтобы не было аромата, поэтому я уже взяла вот такой вот. Хотя давно уже подсолнечным маслом вообще не пользуюсь. Стараюсь на оливковом масле. Взяла нут. Без этого никак. Нут обязательно добавляют. Сейчас мы его замочим как раз таки. Взяла обязательно это рис. Здесь он называется
басмати, либо жасминовой. Вот такие вот тонкие, длинненькие. Прям длинная крупа. Взяла вот такие вот бутербродные пласты сыра. Всегда беру для детей. Это для школы. Туда же в бутерброд добавляю колбасы. Вот эти нарезные я беру. Они более-менее в Турции. И взяла дубайский шоколад. Это уж к чаю я люблю со скидочкой, поэтому взяла. Вот, короче, хлеб, апельсины, помидоры у меня за 109 лир получились в лавке. А это я зашла в шок. Так, сколько у меня вышло в шоке? 531. Дубайский шоколад стоит 69 лир. Басмати рис 64 лиры. Нут 57 лир. Так, что это? Пинарки и флихинди. Это вот, короче, колбасы по 22 лиры. Так, что там еще взяла? Короче, 98 стоит. Там ягла, это, наверное, сыр. И 97 лир стоит подсолнечное масло. Короче, вот такие вот цены. Так, ну что, заливаем водой. Этого нам достаточно. Я еще потом буду варить его. Самое главное приготовить нут, залить его, оставить где-то как минимум на 4 часа. Так, ну и, конечно же, мясо. Мясо советуют брать либо где шея, либо передняя ножка, но, как сказать, голень, что ли, или как называется. В общем, здесь называется кол, вот, передняя часть, ну вот это вот. То есть вот такое вот мясо, кусок достаточно будет. Самое главное, в плове не мясо, а, конечно же, как говорят, плов — это блюдо не про мясо, а блюдо с мясом. Вот, поэтому нут у нас пока набухнет. Это у нас как раз-таки жесткое пока постоит. У меня всегда есть альтернатива какая-то. У меня есть вот такой чечевичный супчик. У меня есть холодец. Смотрите. Вот. Пожалуйста. Там еще есть холодец. Мы уже сколько кушаем. Холодец. Квас всегда стоит, да, у нас в холодильнике. И что же хотела еще показать? Ну и, конечно, у меня всегда второе какое-то. Тут, кстати, рис с фасолью. Вот турецкое блюдо, очень люблю. С фасолью рис. Также в морозилке у нас есть хинкали, которые мы делали все вместе на выходных. И сегодня я делала блинчики, которые, кстати, в школу засунула детям. Вот. Всегда есть что покушать. Я люблю готовить, поэтому готовлю часто. Ну, а сейчас я пойду пока делами займусь своими, поработаю. Да, конечно же, я работаю удаленно ватами. Кому интересна удаленная работа, проходите в описании, ссылочки оставляю. Послушайте, там я рассказываю, чем именно, как я занимаюсь. Вот, получаю деньги я удаленно на карту, поэтому, кому интересно, тоже пишите. В общем, подключусь позже. И муж пишет: открой дверь, доставка пришла. Вот так вот к двери приходит доставка. Это у меня агар-агар, скорее всего, я заказывала. Да, действительно, агар-агар. Я уже второй раз его заказываю, мне прям понравился. Я делаю, короче, зефирки. Вот, сделаю обязательно зефир, наверное, даже. Не знаю, и поделюсь с вами. Вот из такого вот. В магазинах обычных агар-агар не продается. Там только желатин можно найти. Хочу вот поделиться, хочу показать вот этот вот именно дубайский шоколад, который Дубавка, фирмы Дубавка. Он очень вкусный. Вот так вот он выглядит. На подарок очень классно. И вот внутри тоже, смотрите, начинка очень такая вкусная.
Есть тут в Турции дубайский шоколад от фирмы, как же она называется-то? Короче, ну, обычно везде эта фирма, если это сладость. Вот забыла. Короче, от него есть. И Улькер. Вот, кстати, посмотрела туда. Улькер, видите? И Дубака фирмы есть. Советую прям вот этот вот, потому что он вкуснее. По поводу Улькер хотела сказать, кстати. Это основатель вот этой вот кондитерской фабрики, которая очень известна, и везде практически эти улькеровские сладости. Он крымский татарин. Они с семьей бежали в Стамбул во время войны. И потом вот он основал, получается, да, здесь в Турции фабрику. И сейчас его сын заведует этим. В общем, наши молодцы. Татары тут тоже свою лепту внесли. Вот. А кто на канале впервые, напоминаю, мы тоже татары. Мы с Татарстана. Мы, конечно, не крымские татары. Вот. Мы, наверное, больше татары как же их назвать-то? Булгарские. Или булгаринцы. Короче, ладно. В общем, татары есть татары, мусульмане. Так, ну что, смотрите. Нут набух. Мне уже скоро за детьми. И я ставлю сейчас его вариться еще дополнительно, около часа. Надеюсь, этого достаточно будет. Он долго, короче, должен готовиться, поэтому имейте в виду. Так, смотрите. Обычно я всегда добавляю фильтрованную воду и побольше. Пусть он у меня готовится. Кстати, вот очень понравился мне этот сотейник или как ковш, как я его называю. Вот, все. Сейчас он у меня отправится готовиться где-то на часик. Дальше будут готовить, помогать мне дети. Шучу. Я их на улицу, они после школы на улице. Я буду продолжать заниматься своими делами. Кстати, по работе хотела сказать, что вот такие вот БАДы я пропиваю, ватами заказываю. И они очень мне помогают. Вот это вот лютеин для глаз. Я раньше замечала, что вот когда я вот так сблизи читаю, у меня слова расплываются. Ну, это уже знак, что нужно что-то делать. Думала, наверное, уже очки покупать, но вот лютеин попробовала. И вот более-менее я уже могу прочитать, то есть работает, все работает. Я заказала еще сейчас химохим себе, но это, конечно, здесь нету, в турецком сайте. Я заказала в России, и мне его сюда привезут. Я, как всегда, пропиваю 1 раз в месяц химохим для профилактики, потому что он мне очень сильно помог, поэтому я прям с удовольствием, не жалея денег, беру и покупаю, потому что раньше была на уколах. Вот. Кто об этом не знает, я рассказывала, что у меня всегда суставы болели, там вот это все. Да, переехав к морю, конечно же, мне здесь более стало легче в этом плане, вот, но с наступлением вот таких вот погод, да, с наступлением холода всегда у меня как-то ноги мерзли, болели суставы, и когда засыпала, у меня прям вот, я не знала, куда поставить ноги, у меня вечно ноги, короче, вот так вот, как сказать, даже не болели, а ноют, да, вот, которые вот, такая вот боль, которая не дает спать. Вот, в общем, я пропиваю вот этот химохим для профилактики 1 раз в полгода, и он у меня реально помогает. Очень хороший, он очень сильный такой мощный препарат, иммуномодулятор, вот, с перевода с корейского, это идет как очищение крови, очень сильное такое, именно работает он на клеточном уровне, он находит вот эти вот старые клетки, их чистит, очищает в организме и придает энергию новым клеткам. Вот, его делали очень долго для оздоровления нации именно Южной Кореи, так как Atomy — это корейский бренд. Поэтому, если кто-то хочет что-то такое заказать, там и косметика классная. У меня есть в шорце очень много
этих коротких роликов, где я показываю, какой косметикой пользуюсь. Также у меня есть продуктовый чат, ссылочка под видео, можете проходить. Я там тоже скидываю свои видеоролики и рассказываю, чем я пользуюсь. Кому надо, пишите, с удовольствием помогу. А также сейчас в Турции появляется сок Нони. Наконец-то. Наконец-то. Химохима нет, пока еще сертификацию не прошел, потому что Атоми в Турции 3 года, а в России 6 лет. И нужно такое время для того, чтобы сертификацию прошел продукт. То есть в России уже химохим есть, сок Нони есть, все остальное есть практически. А вот в Турции очень тщательно избирают вот это все. То есть проверяют, проверки проходят. Но говорят, химохим тоже скоро появится уже. Поэтому сок Нони тоже будем пить. Сок Нони это просто вот сильнейший, мощный антиоксидант. Он этот фрукт, из которого делается сок, да, вот сок Нони, фрукт Нони, он даже прописан в Библии, говорят. И он, знаете, от чего? Если есть какие-то опухоли в организме, в кишечнике, есть какие-то там вот образования, даже вот это все убирает. То есть я пропивала в прошлом году 1 раз. Но я заметила эффект. Он еще в плане, знаете, как работает? Если у вас вы не высыпаетесь, если у вас немножко такое напряженное состояние, он еще успокаивает ваши все нервные клетки, нервные окончания. Поэтому тоже советую, очень классный. Здесь он появился, я хочу тоже обязательно его еще раз пропить. Вот, конечно же, профилактическая доза это одна, а для лечения, если какое-то хроническое заболевание, там уже доза другая идет. То есть все это, в принципе, прописано. Вот, а я пошла дальше свои дела делать. Кому интересно, пишите. И за полчаса до приготовления, здесь где-то 350 грамм риса, много риса не беру, нужно не кипяченой, но горячей воды. Залить рис горячей водой. Как минимум на полчаса. Ну что, забрала этих маленьких двойняшек моих. Мое счастье двойное. На улице ветрено. Я вот так одета. Пришли дети. Они брали блинчики в школу. Азалия говорит, все спрашивали, да? Что это такое? Что это такое? Она говорит, а я, говорит, не знала, как сказать. Вот так. Буне, 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 буне. А Алмаз дал попробовать. Азалия 2 блина съела сама. Он и так заел. Когда-то. Когда-то? Да, ты когда-то готовила. А, ты и в тот раз давал ему? Он захотел. И в этот раз? Алмаз поделился. Ну ладно, ничего страшного, я нет. И сейчас пришли, опять кушают блинчики. Вообще собрались уже гулять, одетые уже нет, сели за блинчики. А я вот пока, смотрите, морковку вот так вот надо 2 штучки. Крупно. Дайте мне попробовать морковку. На, все, больше не дам. Все. Ой, дай мне. Крупно нарезаем мясо. И 3 небольших лука у меня получилось. Буду я готовить вот в такой вот железной старой сковородке. Ну, как старой. Ну, такая, нормальная. Наливаем, самое главное, ставим на очень большой огонь. И наливаем много масла. Я поняла фишку плова, там именно узбекского. Там должно быть очень много масла. Вот, и масло все-таки должно быть такой высокой. Коэффициент должен быть горения, вот как раз таки хлопковое, либо подсолнечное подходит, повторяюсь. И налила много масла. Ждем, пока оно прям сильно нагреется. Первым делом мы готовим лук. И можем вот такой вот небольшой кусочек опустить и ждать, пока он не почернеет, не потемнеет. Так, ну что, вот это вот признак того, что можно уже жарить лук. Так, лук жарим тоже так же до того, как он станет карамельного цвета. Вот теперь, когда лук становится такого карамельного
цвета. Каждая луковичка, видно, что пропитана маслом. Уже закладываем мясо. Мясо закладываем одним слоем. Вот, также все готовим на горячей, то есть на сильном огне. Мясо должно быть примерно одним слоем, то есть немножко мяса, чтобы вот и все, как бы достаточно этого. И после того, как вы поджарите хорошенько мясо, мы добавляем морковь. И обязательно сверху моркови добавляем зиру. У меня где-то пол столовой ложки. Ну, если у вас, например, риса 800 где-то грамм, то можно столовую ложку. После того, как вы увидели, что морковка немножко стала такой полужесткий, ну то есть она такая легко вот так вот сгибается. Вот, видите, заливаем обязательно горячей водой, либо кипятком. Заливаем так, чтобы все это было прикрыто водой. Вот этого достаточно. И оно должно покипеть как минимум 40 минут. Можете даже с открытой крышкой, можете не закрывать, обычно я так делаю. И убавляем на минимум. Нагрев. И пусть кипит где-то минут 40. После того, как у нас все это прокипело, мы обязательно ложим чеснок. Я обычно цельный отправляю, обычный. Вот так вот дополнительно. И острый перец я люблю. Добавляем, в моем случае, где-то пол столовой ложки соли. Всегда соль можно будет добавить. Много не солите, да? То есть в конце можно еще посолить немножко. Будет и рис сам. Добавляем рис с нутом. Также я еще добавляю немножко вот такую вещь. Барбариса нет, но наподобие такой мелкий изюм. Здесь он, конечно, называется куш узюмы. В переводе почему-то как будто бы смородина, но это точно не смородина. Вот таким вот образом распределяем потихоньку. Это все у нас будет еще уже под крышкой. То есть мы прибавляем газу сейчас немножко, чтобы испарилась вода. Да, именно закрываем крышкой, когда вода вся уйдет, испарится. Таким образом, потом под крышкой еще мы будем это готовить. Переворачивать рис нельзя, но можно вот так вот потихонечку делать так, чтобы у нас все было в воде. Ну, смотрите, когда вода вся начнет испаряться, вот так вот делаем горочку. После того, как сделали горочкой, вот так вот накрываем тарелкой. Сейчас объясню, для чего. Накрыли тарелкой и поставили вот так вот салфеточки. Делаем такую небольшую баню и закрываем крышечкой. Желательно переместить на очень маленький огонь.
И готовить еще минут 40 как минимум. Вот на такой бане. Салфеточки можно менять на другие. Потом покажу, что получилось. Вот такой вот у меня получился плов. Смотрите, какая красота. Рассыпчатый. Как раз пришел Руслан с работы. Сейчас будем мы это кушать. Рассыпчатый и красивый. Вот. И, друзья, вот такой вот плов у меня получился. Все сказали, что очень вкусно. Очень похоже, прям точно так же, как в Узбечке, куда мы ездили. В общем, на этой прекрасной минуте буду заканчивать этот ролик. Всем желаю счастья, здоровья, позитива, радости и, конечно же, мирного неба над головой поскорее всем нам. Всем пока!